Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг-блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Мы прилетели. И добро пожаловать в Молдову. Мишка, Да, ты знала, что гипс не всю жизнь носят, его снимают? еще долго с ним ходить, так что... Всем привет, это Орел и Решка земляне. И мы прилетели к молдаванам в гости. Расскажи пару фактиков интересных, чтобы зритель понял, что к чему. Ну давай. Первое, что приходит в голову, это строители и молдавская винишка, Ну, конечно. у меня примерно такой же набор фактов. Орел. Решка. А? Давай. Надо было ай! Надо было один Держи. гипс. Иди факты узнавай. Молдаване – наши соседи, до которых буквально рукой подать. Мы знаем, как они умеют работать и как любят отдыхать. Стоп! Погоди, Мишель. А давай в этот раз наши земляне сами о себе расскажут. У зажиточных молдаван роскошь принято выставлять на показ. Поэтому ближайший уикенд я буду разъезжать на самой дорогой, ну само собой, тачке, которая только есть в Молдове. Она стоит $1 миллион. Миллион! Этого ребенка джипа и БМП зовут Комбат. Он считается самым защищенным люксовым внедорожником в мире. И вот почему. Кузов этого Франкенштейна сделан из листов брони толщиной в 10 миллиметров. Пятислойное бронированное стекло. Ну, можно не бояться, что соседские пацаны мечом разобьют. Хо-хо! И 200-килограммовая дверь. Все мои походы в тренажерный зал — это просто шутка. Слушайте, тут тишина, как в танке просто. Куча кнопочек. Я надеюсь, если я нажму что-то, ракета не вылетит отсюда. О, телек! Ха-ха-ха! Телек!
Но это не просто танк, а танк повышенной комфортности. Столик. Обалдеть просто. Тут еще подсветка есть. Будем честны, взять такую уникальную тачку в аренду нереально. Эта модель принадлежит одному состоятельному молдаванину. Когда он узнал, что я буду гостить в Молдове, прислал за мной транспорт и водителя в виде комплимента. Это, конечно, против правил программы, но отказаться было невозможно. Кто такие богатые молдаване? Чем они занимаются в основном? Ну, думаю, все-таки землевладение и строительный бизнес. Машина-то, конечно, классная, но вопрос, зачем такая? А почему нет? Если подумать, другие машины класса люкс, спортивные машины, все о них знают. Rolls-Royce, Ferrari. А вот о комбате никто не слышит. Привлекает же, наверное, больше внимания, нет? За $100 своим гостям молдаване дадут 1700 лей. А еще эти земляне придумали интерактив с монетами. Можно собрать герб. Вот, смотрите. Вот герб. Ну, прикольная штука, да? Не успела знакомиться с землянами, а уже удивляет. Теперь по бюджетной традиции мне надо добраться до столицы местных землян. У молдаван это Кишинев. А сколько такси стоит до города? До Чекана там может быть стоит 130 лей, там до Ботаники вот сюда, например, там 100-110 лей. Спасибо, до свидания. Такси недорогое, но лучше сэкономлю. Самый дешевый вариант доехать в центр – 30-й троллейбус. Вот мой троллейбус. Это точно троллейбус, он похож на автобус. Платить вы не знаете, где можно платить? Кондуктор. У кондуктора? Представляете? Троллейбус на батарейках, а кондуктор до сих пор есть. Вот она, милая тетенька-кондуктор. Она продаст мне ламповый бумажный билетик. Всего за 11 центов. Надо компостировать их? Нет. Нет? Все. Так, водитель выходит из автобуса. Что он там делает? Водитель здесь одевает, в черте города одевает штанги для того, чтобы ехать по проводам. За это время заряжается аккумулятор. Когда выезжаем за город, мы едем на аккумулятор. Класс! Вот и столица Молдовы – Кишинев. Чтобы узнать, как выглядит Кишинев, можно даже не выезжать из своей страны. Скажу честно, смотря на улицы Кишинева, вот вообще нет ощущения, что я за границей. Такое ощущение, будто я дома. Вот все как у нас здесь. Улочки, домики, дорожки все, плиточка лежит. Прям какое-то родное. Слушайте, но пока что столица Молдовы не сильно удивляет, потому что куда я бы ни смотрела, мне напоминает на наш областной центр. Ну вот, гляньте, чем Кишинев отличается от того же Запорожья. Те же большие советские площади с казенными зданиями. А вот что-то похожее на Дом культуры. И такие родные, побитые жизнью панелечки, тоже на месте. И даже по людям такое ощущение, что мы находимся дома, одеты практически так же и по внешности очень похожи. С безлимитной картой в Молдове я VIP-персона. Поэтому узнавать, как тут живут земляне, буду с необычным гидом, а с молдавской знаменитостью. Добрый день. Салют. Здравствуйте, меня Кирилл зовут. Роман. Очень приятно. Добро пожаловать в Молдову. Знакомьтесь, Роман Егупов, солист группы «Сдоб Шиздуб». Сдубы играют драйвовый молдавский фолк-рок. Если ваша вечеринка в 5 утра не заканчивалась хитами этой группы, что это вообще была за вечеринка? Кишинев, он такой маленький, компактный, южный, дружный, что я иду вот так по делам и обязательно встречаю по дороге знакомого. Он меня приглашает на чашку кофе. Потом я выхожу, встречаю еще кого-то.
выпиваю стаканчик вина. Потом я захожу на репетицию к друзьям. Звучит больше даже То есть не надо терять время на пробки, на огромные расстояния, все очень близко. Молдаване очень самобытные, с уймой интересных особенностей. Правда, что есть вот такой жест здесь? Есть вот такой жест, это значит «имей совесть». Типа «имей совесть». Образ. Образ. Это, образ, это как бы образ, лицо. Не теряй лицо, имей совесть. И правда все вот Да, используют, да. Еще есть выражение такое крылатое. Кружка медная. Это ё-моё. Кружка медная. Кружка медная. А почему, не знаю. Кружка медная. Как у вас тут круто. Рома рассказал еще вагон таких словечек. Молдаване ходят в алиментару за вином, а потом на камсик, чтобы залить скырбу. Они ездят за речку, чтобы отметить кумытрию, и любят, когда что-то получается деджабе. Санатати. Да, санатати. Чупа-чупс подарили? А еще есть знаменитое молдавское словечко «мэй». Что-то вроде «Эй, ты!». По нему можно узнать молдаванина в любой части мира. Молдавский народ, он очень добрый. Он очень гостеприимный и он позитивный. Он позитивный, это очень важно. Позитивный народ. Раз эти земляне и правда такие, как о них говорят, значит, я без проблем узнаю побольше у них самих. Здравствуйте. Нет, а такая красивая. Здравствуйте. Можно задам один вопрос? Зачем остановился тогда? Здравствуйте. Можно задам один вопрос? Стеснительный, я бы еще сказала. Здравствуйте. Можно задать один вопрос? Он, наверное, герб делал. Здравствуйте. Можно задать один вопрос? С виду открытый, что-то не то. Здравствуйте, можно один вопросик? Можно задать один вопрос? А можно один вопросик задавать? Можно задавать пару вопросиков? Можно задать один вопрос, пожалуйста? Можно один вопросик задать? Нельзя. Хорошо. В гостях у землян нам интересно проверять стереотипы о них. Самое известное о молдаванах, что среди них много гастарбайтеров, то есть приезжих работников в других странах. Я слышала, что многие люди уезжают. Да. Почему? Потому что не нравится тут. Потому что большой частью у нас проблемы с зарплатами. Не платят, нет работы. Потому что здесь плохо. Здесь геноцид. Здесь ничего нету, нету работы, нету ничего. Сейчас люди все выживают как могут, зарабатывают. В Молдове есть очень много талантливых людей, которые уехали и которые получили должности и посты. Молдаване – это вольные каменщики, которые разлетелись по миру в поисках приключений. Каждый третий молдаванин работал или работает за границей. Сейчас, наверное, не найти страны, в которой бы не трудились молдаване. Я работала и в России. Я работала в Германии, в Германии работала. Домохозяйкой. Домохозяйкой, да. Я был в Казахстане, в Алмате. Ага. Там в Таджикистане, в Узбекистане. Наши родственники тоже уехали во Францию, да. Сын в Америке. Он уехал студентом еще. Уехали там и остался. Моих 4 пара. 2 в Германии, в Берлине, 2 во Франции есть. Они там как беженцы поехали. Серьезно говорю? Беженцы. Во многих развитых странах коренные жители отказываются от непрестижных профессий. Тут на помощь и приходят молдаване. Тракистом. Трак. Водитель. О, самая грязная работа наша. Молдаване там делают. Ага. А ценится их труд? Думаю, что нет. Им по нашим ценам, конечно, они платят как хорошо, а по их европейским это копейки. А вы почему не уехали? Уже старая. Поработав чернорабочими в других странах, к себе домой молдаване возвращаются богачами. Вы можете подумать, что вот это дома местных миллионеров, да? Нет, это дома обычных людей. Вот это, например, дом сантехника, вот это дом плиточника, а вот тот дом строителя. Скажите, у вас за границей кто-нибудь в семье работает? Я работаю. Всю мою семью там работаю. Все? Все. Кроме родителей. Я делаю пленку. Всю пленку, которую обматывает все. Я была в диаспоре, как у нас модно говорить. 25 лет работала в Москве.
Мой муж работает во Франции. Вообще-то он работал в Италии, и в Португалии, и тоже жили в Португалии всей семьей. Вы на дом такой шикарный заработали за границей именно? Да, да. Спасибо за границей. Потому что если не была она, то... Звучит как нормальный бизнес. Уехал, заработал денег, вернулся, построил себе шикарный особняк. Но это только до тех пор, пока не послушаешь истории этих землян. Это Валерий. Чтобы построить свой большой дом, он уже 20 лет как работает за границей. Но по факту в своем красивом доме он бывает только 2 недели в году. А зачем вам здесь дом, если вы 2 недели в год живете тут? Раньше не думали так. Ну, на старость приехать. Хорошо, прожить свои дни как-то. А это Андона. Чтобы заработать на свой роскошный коттедж, 20 лет назад ее муж уехал работать на стройку в Португалию и не видел жену и детей 2,5 года. Это было очень тяжело, очень. Потому что тогда был визовый режим. И чтобы была виза, надо было работать легально. Но все, кто уходил отсюда, уезжал, все уезжали нелегально. Андона смогла переехать к мужу, но ей на 2 года пришлось оставить детей в Молдове. И только потом они смогли получить гражданство и перевести к себе детей. Но решили вернуться. Вот почему? Когда все спрашивают и спрашивали, почему. Мы уже поняли, что вот дочь заканчивает 9 класс, потом университет. И мы поняли, что мы никогда не сможем жить с детьми в этом доме, потому что они останутся-то там. Да. Мы мечтали, чтобы хоть год жить с детьми в этом доме. Я вернулась, потому что я жила 2 жизни. Моя душа осталась всегда тут, вот в этом селе. Наше все тут. И вот эти корни нас всегда тянут обратно. Вы знаете, я уехала из Молдавии, потому что мои дочери закончили университет в Румынии, и там они вышли замуж. Жалею, что я их послала туда. Очень жалею. Здесь моя страна. Здесь я родилась, здесь я все. А там что, живу на пенсии. Люди уезжают на заработки, но им приходится там оставаться. Они потом с радостью хотят вернуться, но тогда, когда возвращаются, ничего здесь не меняется. Буду учиться в Молдове, потому что я патриот своей страны, и я люблю свою страну, своих людей. Спасибо большое, удачи. Увижу себя. Конечно. До свидания, спасибо вам. Можно подумать, что богатым людям в Молдове негде разгуляться. Ага. Сейчас. У них тут даже есть свой замок с умилительным названием Мими. Замок графа Мими – это прямо какой-то молдавский Версаль. Первое и единственное шато в стране. Но это не тот замок, где живут короли и королевы. Это винный замок. И главный его обитатель – вино, которое живет в темных подвалах. Ну, во-первых, это красиво. Нет, это потрясающе. А во-вторых, здесь можно посмотреть, как отдыхают молдавские богачи. Здесь есть большой бассейн с подогревом. Есть ресторан, чтобы отведать местных деликатесов. А еще здесь можно скоротать вечерок в винном баре. Здесь даже есть лабиринт. Правда, входить в него после винного тура не рекомендуется. Конечно, одного дня на все эти прелести не хватит. Поэтому я тут подумал. Не буду ничего придумывать. Я останусь ночевать прямо здесь, в замке Мими. Для VIP-гостей вроде меня тут есть несколько стильных шале. Кайф. Ага, как тут круто. Вот это мне напоминает стиль минимализм, только молдавский минимализм. И вид сразу куда? Правильно, на сам замок. И самое крутое, что здесь до вина рукой подать. У шведов были, у албанцев были, у каталонцев тоже были. Где нас еще не было? Куда дальше махнем? Ай, кого я спрашиваю? Лучше самому поискать. Ну вот, как обычно, нашел интересные варианты. Круто, что со мной авиасейлс. Еще одна причина, почему я остался именно здесь, это потому что здесь
проходит фестиваль вина, к которому я успешно присоединюсь. Наливай! Сегодня в замке Мими отмечают Национальный день вина. Это значит, что урожай собран, сок из винограда выжат и отправлен дозревать в бочки. Основная работа позади. Пришло время отдыхать и развлекаться. В этот день все собираются на площади, все празднуют. Каждый винодел пытается показать, что нового он сделал, какие новые купажи. Вино – это же не просто продукт, это стиль жизни, это определенная культура. Вино для молдаванина больше, чем просто напиток. Это наша кровь. Частичка молдаванина. Это душа, это солнце в бокале. Это его близкие, его родственники, друзья. Без вина он не ассоциируется с всем молдаванином. Что значит вино для молдаван? Например, как сказать, что для грузина овца или что никто не едят. Баран. Кто-то даже говорит, что карта Молдовы напоминает гроздь винограда. Ну, наверное, на нее смотрели уже после распитой бутылочки. А вот что самое удивительное. По молдавским законам вино – это не алкогольный напиток, а продукт питания. Как у нас кефир или квас. Вино в Молдове можно рекламировать на телевидении, его можно продавать даже ночью. Ну, разве что детям не продают. И, наконец, вино в Молдове официально можно делать и продавать самому. А сейчас я покажу вам такую молдавскую традицию, за которую в некоторых странах положен штраф, а то и уголовная статья. Здравствуйте, я правильно понимаю, вы здесь вино делаете? Вино из винограда. Почему здесь? А где? А в смысле где? А где еще можно делать? Гараж для молдаванина – это не место для автомобиля, а домашний винный заводик. Больше того, эти земляне даже умудрились посадить лозу на крыше. Так вот так выглядят молдавские гаражи? А машина здесь прям сейчас не поместится? Сейчас нет. Когда вот все это мы заканчивается, бочки спускаем пустые в подвал вниз, здесь делаем уборку, место, и здесь можно держать машину. Что дешевле получается? Покупать бутылку вина или делать собственное вино? Я лично не задумался над этим. Мне приятно иметь свое личное вино, угостить друзей, соседей, детей. Мне, например, нравится больше молдавское домашнее, или, как вы говорили чуть раньше, гаражное вино. Если бы «Орел и решку» не смотрели дети, мы бы могли подробно рассказать, как молдаване делают вино. А так, будем без конкретики. Они что-то выжимают, куда-то заливают, сколько-то дают перебродить, ну и куда ж без суеверия. Ни в коем случае кто-то, чтоб ходил вокруг с хлебом или курить. Или с плохим настроением. Один гараж может выдать 500 литров продукта питания, но бывают и рекорды. Я, например, в 1 год 1 тонну делал. И за сколько оно закончилось? За год. Как часто вы пьете вино? По праздникам. Ну, не злоупотребляю. Оно придает силы, придает стимул к жизни придает. Потому что на водичке долго не протянешь. Ну что тут скажешь? Говорить молдаванину о вреде вина – то же самое, что убеждать его, что нельзя дышать воздухом. Такие традиции. Потом еще, что вы знали, что выпить стакан вина обязательно должна быть хорошая закуска. Мясо, хлеб, овощи, брынза. О, а здесь есть брынза, вино? Не, брынза дома. Дома? Вино есть. Здесь вино. Угостить? Немножко, да. Нет проблем. Нет проблем. VIP-гости в Молдавии по гаражам не ходят. Они в сопровождении таких же богачей отправляются дегустировать элитные винные резервы.
Есть такие случаи, что люди не пили ни один раз воду в жизни, а только свое белое вино. Знакомьтесь, Адриан Трофим, владелец замка Мими. И на сегодня мой личный гид. Адриан рассказал, что вино – штука очень капризная. И чтобы оно правильно вызрело, есть несколько особых условий. Условие первое – поддерживать температуру 14 градусов. Иначе вино испортится. Условие второе – бочки. Дубовые, доставленные сюда из Франции. Время от времени вино берут на пробу ливером, такой специальной пипеткой. Но здесь ее ласково называют Валера. Валера. Валер, там это, держи себя в руках. Научился уже вином болтать. Оно раскрывается прям сразу. Дальше больше. Адриан повел меня туда, куда не водят обычных туристов. Я хочу тебе что показать. Мы нашли клад. Это в бутылках. Это не вино, но это розовое масло. Да, вспоминаю этот запах. 1947 года нашли 20 таких бутылок. Одна бутылка 0,75 литров. Если не ошибаюсь, 6-10 гектар собирали розы для того, чтобы сделать одну бутылку. Сейчас на Амазоне купить 1 миллилитр стоит $100. Тут 0,75 литров. 750 миллилитров. Это 7,5 тысяч? Нет, да. Это $75 тысяч. 75 тысяч долларов. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Со столичными молдаванами я уже познакомилась, но чтобы узнать ближе этих землян, по традиции едем в село до Бутачени. Хорошего дня. Все. Я отправлюсь в колоритное село Бутучены, часе езды от Кишинева. О, кстати, слышите? Музычка. Мы едем с колоритом. Деревенька Бутучены спряталась в прямо-таки открыточном месте. Ее как будто бы обняла река Реут, а меловые горы спрятали от посторонних глаз. В Бутученах жизнь мало изменилась за многие десятки лет. А значит, это идеальное место, чтобы понаблюдать за жизнью и традициями молдаван. Где люди? Все спрятались по домам, по-моему. Привет, землян! Здравствуйте! Мне было бы интересно знать, как здесь люди живут. Чем здесь люди занимаются? Ничем, все уезжают. В Европу. А зачем? А что здесь делать? А чем вы занимаетесь? Почему вы еще в Европу не уехали? Мы мучим. Мучитесь? Как-то странно общаться через решеткой. Да? Я вроде ничего плохого не сделала, а уже как в тюрьму. Да? О, вот так. А можно, вот извините за наглость, но можно посмотреть чуть-чуть, как вы здесь живете? Да? Ну все, спасибо. Опа. Вот я маму, она старая уже, 82 что-то. Да, ну вы скажите, вот как денежки зарабатываете? Как вы? Она пенсию имеет, жена работает в Кишиневе. А у вас есть жена? Я тоже работаю. Семья? А как без жены? А как же? Дети есть еще. Дети есть тоже еще? В Кишиневе. Двор Филиппа чем-то напомнил мне двор моей бабушки. Те же курочки, запах коров, запасы кукурузы на всю зиму. Ну разве что 200-литровой бочки с вином у моей бабушки не было. Есть и тайное место – погреб. Ого, здесь пахнет винишком. Ого, вот это местечко, конечно. Чего здесь только нет. И картошка, и капуста, и миллион разноцветных баночек с закрутками. А у всех людей в селе есть такие погребы? Почти у всех. Ага, почти. А как без погреба? Да. Где хранить на зиму? А дадите что-то попробовать? А что вам дать? А что вы можете предложить? Я не удержалась и выпросила попробовать томатный сок. Томатный сок. Спасибо большое.
Пахнет очень вкусно. На ваше здоровье. Чтобы все у вас было хорошо. Кукурузка росла. Было чем жить. Cheers. Сладенький. Хочешь? Ну, смотри, вкусный. Допивай. Нет, не буду. Нет, он помешал его ножиком таким грязненьким. До свидания. До свидания. Но все-таки есть молдаване, которые хотят сохранить село. Домики, которые пустуют, их обустраивают и делают гостишки для туристов. Вот как, например, вот этот эко-резорт. Я надеюсь, что смогу здесь найти место, где переночевать. Вход. Здравствуйте. 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 А это здесь у вас гостишки, да? Здесь можно оставаться у вас, ночевать? Да. А сколько стоит? Ну, стоит комната 650 лей с завтраком, но в эту сумму вы можете прогуляться по деревне. Кажется, что вот так сразу отдать $37 за проживание – это больно. Но в эту сумму входит не просто ночлег, а целый аттракцион сельской жизни простых молдаван. Это у нас старинные дома, мы их так держим, как раньше были, и устроили под туристов, чтобы они имели, например, горячую воду. Это же раньше не было в доме. У нас маленькие домики, потому что в деревне дома имеют только 2 комнаты. Это комната для жилья и комната для принимания гостей. Красиво, симпатично. Называется это Каса-Маре. Хотите? Спасибо. Каса-Маре – это еще одна яркая молдавская традиция. Это самая красивая комната в доме. Ее украшают коврами, вышитыми подушками, иконами. Тут стоят сундуки с приданным. Каса-Маре – это как витрина каждой семьи и символ достатка. Именно здесь принимают гостей и играют свадьбу. Каждая молдавская хозяюшка буквально вылизывает Касу-Маре на случай, если вдруг нагрянут гости. Здесь лежанка, здесь печка. Настоящая печка? Здесь, конечно, видите, здесь горит. Вижу. Лежанка – это кровать из глины, где вы будете спать, но тем не менее, ее сейчас мы будем растопить, она будет теплая до утра. Кровать вы? Да. Ого! Если с нашими сравнить, то наши люди спали на печи, а здесь прям молдаване придумали лежанка для того, чтобы ночью спать в теплой кровати. У молдаван принято, если гулять, то как в песне, всю ночь до утра. Поэтому фестиваль главного молдавского продукта питания не прекращается даже поздней ночью. Все с бокалами, все танцуют, все развлекаются. Ну а я что? Кто я такой, чтобы сопротивляться? Так. Все, хорошо. Пора приготовить себе постелечку. О! Горит? Горит, красиво. Ну что, теперь ждем, пока кровать согреется. Еще не тепло. Не припекает. О, тепленько. А нет, показалось. Класс, наконец-то потеплело. И буду спать, как люди спали 100 лет назад. Обалденно же. Класс. Доброе утро. Замерзла под утро, все потухло. Хорошо, что здесь есть горячий душ, поэтому я быстренько пошла греться. За $37 я получила не просто ночлег, а целый набор сельских молдавских развлечений. Им я и посвящу весь второй день. Первым делом тут можно своими руками отжать сок для настоящего молдавского вина.
да? Эстетично. Ну, короче... Попытка номер 2. Спасибо. Настоящий сок винограда. Кисленький. Чувствуется вкус бочки здесь. Прям очень чувствуется. Так, с этим разобрались. Посмотрим, что здесь еще есть. Нет. Не ссорьтесь. Ссориться это плохо. Ребята, нет. Так, здравствуйте. Чем вы тут таким интересным занимаетесь? Вот. Что это такое? Делаем мука. Ага. Так вот так делается? Делаем на 3 раза, а потом есть мука хорошая. Я могу вам помочь? Давай. Давайте, у меня только одна рука вот сейчас в моменте, но ничего страшного. На этой стороне иди. С другой стороны, да? Да. Ну супер. Постоянные зрители «Орла и решки» в курсе, что кукуруза родом из Южной Америки. Колумб ее завез в Европу, а румыны – в Молдову. С тех пор кукуруза стала главной едой молдаван. Важнее хлеба. Раньше кукурузные зерна перетирали в муку вот такими каменными жерновами. А вам не тяжело вот в таких условиях это делать? Немножко тяжело. Из кукурузной муки готовят главное молдавское блюдо – кашу мамалыгу. Здесь водичка, чуть-чуть соль. Хотите почувствовать себя молдаванином? Записывайте рецепт. Масло. А скажите, уже в кипящую воду, да? Кипящую воду. Просто на глаз вы делаете, да? Ну, так получается, на глаз. Настоящую мамалыгу надо варить на каменной печи – котлон. Ого, жарко, капец! И постоянно помешивать, чтобы не пригорело. Вот оно, смотри. Она уже готова. Ага, вау, как красиво. А зачем там ниточка? Как цветок. Да ладно. Зачем резать ее? Так Бог дал, так мы делаем. На самом деле так практичнее. К ножу каша прилипает, а к нитке нет. Покажите, как брынзу или... Я сейчас покажу. Вот так. Вот так. И прямо. То есть руками? Конечно. Без ложки? Вот Класс. так, именно вот так. Вот этот называется урсулец. Медвежонок. Ой, все, теперь можно кушать то, что сами приготовили. Вот неважно, какой достаток у молдаванина, богатый он или бедный, он все равно будет есть мамалыгу. Правда, у богатого она немножечко другая. Ребята, это мамалыга с сусальным золотом. Даже не так. Томленый осетр на подушке из мамалыги с черной икрой и золотыми хлопьями. За $210. Скажите, пожалуйста, почему все молдаване едят мамалыгу? Потому что это у нас в крови. Это наша жизнь, наша культура. Это наш хлеб детства, да? Мы прошли трудные времена, когда не было хлеба. Во всех домах готовилась мамалыга вместо хлеба. Ну что, мамалыга золотом? Ай! Горячо, как она делала. Это медвежонка. Макнем в сметанку. Теперь с брынзой. Так. Как это вкусно. Похоже на наш баныш, если быть честным. Это очень вкусно. Мамалыга золотом. Я сейчас просто сравню с обычной мамалыгой. Разницы-то нет. Абсолютно нет, на вкус никакой разницы. С золотом, не с золотом. Просто отчетливый вкус кукурузы. То есть мамалыги, какой она есть. Понты для богатых. Что я могу сказать? Последний тест. Пробуем только золото. Оно вообще никак не чувствуется. Оно больше похоже на что-то, что у тебя вдруг образовалось на языке, тебе хочется сделать вот так и выкинуть. Вот на что похоже ощущение во рту от золота. Ну, мамалыга-то вкусная. Черная икра. Ну, это другое дело. Черная икра с мамалыгой. В общем, это
осетрина, а черная икра – это, как вы понимаете, ее дети. Мазь с детьми на мамалыги. О! Спасибо. Село Бутучины – это не только огороды и мамалыга. Это очень важное место для молдаван. Тут в меловых горах выкопаны десятки пещер и находятся древнеправославные монастыри. Мне сказали, что в этой деревне живет человек прямо в пещере. Это не простой человек, а монах. И вот, собственно, где он живет. Так что, будем знакомиться с ним. Здравствуйте. Ага, никого нет. Такой туннель сразу меня встречает. Слушайте, страшно немножко. Чем глубже, тем темнее. Капец, как человек вообще может здесь жить? Ой, я чувствую мурашки в этом месте. Как-то тут... Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. Здравствуйте. Да, очень приятно, меня зовут Мишель. Что, француженка? Не, боливийка. Монах Ефимия. А мне сказали люди, что вы здесь прям живете. А почему здесь? По необходимости и по удобству. Легче быть здесь, на рабочем месте, так сказать. Кимарнул, открыл глаза, сразу на месте. Ну, конечно. А надо еще ходить там, на транспорт и сдерживаться и прочее, прочее. А вы давно здесь живете? Как вы вообще сюда попали? Как попадают в монастырь люди обычно, по своему желанию. Ефимий в прошлом вообще был инженером-атомщиком. Колесил по всему Союзу, работал в разных странах. Но однажды его сократили. И в свои 56 мужчина решил посвятить остаток жизни Богу. Здесь уже 18 лет. А скажите, а ваши родные приезжают к вам? Дочь иной раз приезжает со своими детьми. Вы скучаете? Скучать здесь некогда. Если мы молимся Господу Богу, то если скуки нет места скуки. Живет Ефимий аскетично, как и подобает монаху. Никакого телевизора и интернета. Еда постная. В каменной каморке немного вещей и лежанка. Так у вас твердая кровать. У вас нет матраса? Твердая, да. Почему? Чтобы меньше спать. Монах должен стремиться к тому, чтобы меньше спать. Зато у монаха Ефимия есть настоящая терраса с видом на реку Реут и долину. Красивый у вас балкон, конечно. Да. А чем обычно вы здесь занимаетесь? Ну, бывает, вот сяду вот на ковры и, так сказать, тоже думаем думу. Красиво, конечно. Здесь алтарь маленький, церковь маленькая, так что рассказ маленький. Да, вот здесь называется, здесь пронаус, наус, а потом дальше алтарь. Это слова греческие. Да. Хоть маленькая церквушка, но здесь прям хорошая такая, приятная атмосфера. Мне нравится. Чувствую я здесь спокойствие. Здесь как будто твои мысли куда-то уходят. Здесь просто спокойно и приятно. Закончить свой уикенд я решил самым удивительным в Молдове велосипедным туром. Просто он будет проходить под землей, в самом длинном винном погребе в мире – Милешти Мич. Мне самый лучший тур. И для такой интересной экскурсии мне понадобится железный конь, он же велосипед, и гид. Здравствуйте. Приветствую. Кирилл. Меня зовут Алексей. Очень приятно. После вас. Поехали. Ла-ла-лай-лай. Начнем наше путешествие. О. Милешти Мич – это система подземных туннелей длиной в 200 километров.
Представьте себе винный погреб, который тянется от Киева до Винницы. А, прям так можно ехать? По сути, это целый подземный город с улицами, по которым ездят машины. Улицы в винном городе названы в честь сортов вин. Улица Савиньон, улица Алигате. А вместо домов тут тысячи огромных бочек. Мы это называем нашими маленькими домиками. Такая бочка вмещает по 6 тонн вина. 2 года выдержки вина надо бочку хорошо промыть. Вот именно вот в это отверстие заходили очень тонкие девочки и мыли бочки изнутри. Люди залазили? А нельзя было сделать отверстие шире, чтобы было проще туда заходить? Чем меньше отверстие, тем больше шансов, что туда меньше воздуха зайдет. Любой контакт вина с воздухом приводит к потере его качества. Подвалы Мелеш-Тимич появились во время Второй мировой. Тогда здесь добывали материал для строительства домов. Потом кто-то понял, что постоянные 14 градусов и полная тишина – это то, что нужно для созревания вина. Пар идет прям изо рта. Дальше молдаван было не остановить. А еще, как и в любом городе, в подземном городе Мелеш-Тимич есть свой алкомаркет. Сейчас вы зайдете в нашу коллекцию. Обалдеть. Самую большую коллекцию в мире вина. 1 700 000 бутылок уникального вина. С ума сойти. Вот это все бутылки лежат. Здесь мы храним наше народное достояние. То вино, которое мы экспортируем во все уголки мира. То вино, которое представляет молдавского человека. Туннель разделен на сотни ячеек, которые называются казами. В каждой казе до 1100 бутылок. Слушайте, а есть цена вот у всей коллекции? Вот если я прихожу, я хочу купить все 1 700 000 бутылок. Да, это, возможно, будет стоить где-то 50-60 миллионов евро. В 1985 году Горбачев начал бороться с алкоголизмом по всему Советскому Союзу. И когда люди услышали об этом, создали секретную комнату, чтобы сохранить самые лучшие вина, которые у нас здесь хранились. Это прям именно тайная комната, это не просто название. Круто. Здесь мы можем найти уникальные вина, как Негру ди Пуркарь. Само это вино пила Елизавета II. У нас самое старое вино с 1973 года «Букет Молдавии». Сколько оно стоит? Он стоит 1500 евро. 1500 евро за бутылочку? За бутылочку. Кто готов отдать 1500 евро за бутылочку? О, и вот это. Ребята, ну кто как не молдаване знают, что деньги – бутылки от вина. Вот и вы можете узнать, если найдете мой клад, в который я кладу заветные 100 баксов. Молдавская бутылочка спрятана в деревне Бульбуака, через дорогу от замка Мими. Ищите ее рядом с железнодорожными путями, под мостиком через канаву. Удачи! За эти 2 дня Молдова мне показалась похожей на добрую бабушку Бунику. А вам не тяжело вот в таких условиях это делать? Немножко тяжело. А сами молдаване на ее любимых внуков. Бог дал, так мы делаем. Они провели тут радостное детство, а потом выросли и разъехались кто куда.
Сын в Америке. 2 в Германии, в Берлине, 2 во Франции. Но так и не смогли забыть двор родной бабули. Здесь моя страна. Здесь я родилась, здесь я все. Но у меня за эти 2 дня прибавилось еще одно познание о молдаванах, что в крови у них мамалыга и вино. Что для молдаванина значит вино? Это наша кровь. Почему все молдаване едят мамалыгу? Потому что это у нас в крови. А значит, если вы станете их гостем, то не сумеете уйти от них голодным или трезвым. Валер, там это... Здесь пахнет винишком. Угостить? 1 700 000 бутылок. С ума слить. Это дождь винограда! Овца или что? Баран. Очень приятно, меня зовут Мишель. Что, француженка? Тут еще подсветка есть. Не ссорьтесь, ссориться это плохо. Мать с детьми на мамалыге. О, Ого, жарко капец. кружка медная. Как у вас тут круто. Смотри, кушает виноград. О, Миша, Чего я оба. должна была к тебе ехать? Красава. Так далеко. Смотри, ты с молдаванами познакомилась? с людьми? Да. Правильно. А теперь я хочу, чтобы ты почувствовала себя настоящей молдаванкой. В Иди сюда. смысле? Снимай ботинки, Ладно, скидывай. Скидывай. доверяю тебе. Давай быстрее, а то холодно. Холодно. Ладно, давай. Мои земляне, несмотря на то, что они были стеснительные, но такие добрые. И я узнала, что они трудолюбивые и очень находчивые. А я понял, что молдаване, они как вино. Они могут быть выдержанными и грубыми, с одной стороны. Они могут быть молодыми и бить в голову. Но что их объединяет с вином, это то, что у них очень-очень глубокая история. Как хорошо, Кирилл, ну давай холодно, поехали к другим землянам, Ускоряйся, наконец-то. ускоряйся, танцуй.